Этому въехали в зад, а этого просто скинули с дороги, ведь учителей на дороге не любит никто. Особенно это касается дальнобойщиков, которые сутками за рулем терпят наглых идиотов. Я собрал для вас самые жесткие моменты, когда суровые водители фур не удержались и ответили на провокацию на дороге. От безумного тарана легковушек до настоящих облав на учителя. А в конце покажу, что бывает с теми, кто решает научить жизни водителя экскаватора. Жаль этих парней. Эта запись, сделанная в Воронеже, показывает, как водитель грузовика пытается объехать Hyundai Solaris, который остановился на левой полосе с включенной аварийкой. Внезапно белый седан трогается и резко тормозит перед «Газелью». Водитель грузовика делает еще одну попытку обойти препятствие, но легковой автомобиль снова меняет полосу и оказывается перед ним. В итоге грузовик сталкивается с седаном и тащит его несколько десятков метров по дороге. Несмотря на отчаянные попытки водителя седана затормозить, мощь набравшей скорость «Газели» оказалась намного выше. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Более того, на место ДТП не прибыл экипаж ГИБДД, и участники аварии оформили ее по европейскому протоколу. Водитель «Шкода Октавия» по непонятным причинам решил проучить водителя грузовика на скоростной трассе. Согласно комментариям, владельцу чешского лифтбека не понравилось, что грузовик слишком долго занимал левую полосу. В ответ на это водитель легкового автомобиля решил резко затормозить прямо перед грузовиком. Дальнобойщик не смог или попросту не захотел своевременно отреагировать на маневр, в результате чего «Шкода Октавия» получила серьезные повреждения задней части и была отправлена в сервисный центр. В городе Гродно произошел конфликт на дороге, в который были вовлечены водители служебного микроавтобуса дорожной службы и небольшого грузовичка. Интересно, что пострадавшим в этой дорожной ситуации оказался третий автомобиль, водитель которого и опубликовал видео инцидента. Изначально все три автомобиля двигались параллельно друг другу в разных полосах движения. Однако вскоре полоса, по которой двигался грузовик, начала заканчиваться, и, как видно на видео, грузовик начал смещаться в сторону микроавтобуса дорожной службы. Тот, в свою очередь, сместился в сторону автора видео. Перестроение грузовика и микроавтобуса произошло в районе пешеходного перехода. Микроавтобус, стремясь опередить грузовик, решил демонстративно перестроиться перед ним, при этом не включив указатели поворота. После этого маневра инициативу взял на себя водитель грузовика, предприняв следующий шаг в развитии этого дорожного конфликта. На загородной трассе произошел инцидент, когда водитель кроссовера Hyundai решил объехать пробку по обочине. Его попытка вернуться на дорогу была пресечена водителем фуры, который решил не пропускать нарушителя, желая тем самым преподать ему урок. В ответ автомобилист проехал через территорию заправочной станции и резко выехал перед грузовиком. Этот маневр вызвал недовольство среди других участников движения. В итоге водители совместными усилиями окружили виновника нарушения, фактически упаковав кроссовер, ведь солидарность на дороге никто не отменял. Водитель черной Toyota проявил полное пренебрежение правилами дорожного движения, когда решил проигнорировать сужение дороги и поехал прямо по островку безопасности во время перестроения с левой полосы. Стремясь вклиниться в поток перед минивэном и затем перед фурой, он вызвал возмущение других участников движения. Ответом на угрозы и громкие сигналы клаксона со стороны водителя фуры стало решение не уступать дорогу и продолжать движение прямо, тем самым снеся крыло наглецу. А это видео было снято из автомобиля учителя и показывает конфликт на дороге между водителем легкового автомобиля и фурой, перевозившей продукты для сети магазинов «Магнит». Водителю легкового автомобиля не понравилось, что фура движется слишком медленно по левой полосе. Ситуация развивается по уже знакомому сценарию. Автомобилист обгоняет фуру и начинает резко тормозить перед ней, явно пытаясь спровоцировать дальнобойщика.
Его попытки в конечном итоге увенчались успехом, когда водитель фуры решает обогнать легковушку и предположительно намеренно наносит ей сильный боковой удар. Недовольный каким-то предшествующим событием, которое осталось за кадром, водитель Audi решил взять реванш на дальнобойщике, резко затормозив перед фурой. И, видимо, не учитывая того факта, что больше груза не способны мгновенно реагировать на подобные действия, водитель легковушки получил сильнейший удар в заднюю часть своего автомобиля. После столкновения он не сразу остановился для оформления дорожно-транспортного происшествия, а продолжал движение, вероятно, пытаясь осмыслить произошедшее и решить, как же ему поступить. История не раскрывает, что именно вызвало гнев владельца Opel Astra против двух водителей-самосвалов, которые, согласно слов автора ролика, устроили настоящую охоту на него и зажали его автомобиль на обочине, создавая своеобразную коробочку. По утверждениям, инцидент был спровоцирован попыткой водителя легкового автомобиля преподать урок одному из грузовиков на трассе. К счастью для водителя седана, ситуация разрешилась относительно благополучно. Он смог увернуться от созданной ловушки и скрыться с места происшествия. Впрочем, этот инцидент, вероятно, стал серьезным уроком для водителя легковушки, который будет впредь избегать подобных конфликтов на дороге. Владелец Hyundai Elantra почему-то решил задирать дальнобойщиков, умышленно снижая скорость перед их грузовиками. Однако этого автомобилисту показалось недостаточно, и он решил еще более разозлить водителей, продемонстрировав неприличный жест. Это стало последней каплей для терпения дальнобойщиков, которые объединились и окружили седан, создав ему ловушку. Оказавшись в затруднительном положении, водитель седана вступил в словесную перепалку с водителями грузовиков, которая, в свою очередь, вскоре переросла в физическое столкновение. В итоге в небольшой потасовке победу одержали дальнобойщики. Это необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в далекой-далекой Малайзии и было зафиксировано одним из дальнобойщиков, хотя фура и не была участником инцидента. Мотоциклист, решивший неожиданно перестроиться перед легковым автомобилем, решил воспользоваться маленьким промежутком между машинами. Однако, по всей видимости, он не учел, что водитель легковушки не ожидал такого маневра. В тот момент водитель искал свой телефон в салоне автомобиля и не заметил резко появившегося перед ним мотоциклиста. Из множества видеороликов становится ясно, что проблема дорожных учителей или агрессивных водителей, пытающихся воспитать других участников движения, актуальна не только в одной стране, но и во многих европейских государствах. В одном из таких роликов зафиксирована попытка водителя Volkswagen Golf создать аварийную ситуацию на автобане, предпринимая опасные маневры перед грузовиком в надежде на проверку терпения водителя больше груза. Такое поведение могло привести к серьезному ДТП. Однако, благодаря профессионализму и мастерству дальнобойщика, который сумел умело объехать помеху, потенциальная авария была предотвращена. В итоге обе машины продолжили свой путь, разойдясь в разные стороны, минуя возможную катастрофу. Этот инцидент произошел несколько лет назад на Щелковском шоссе в Москве. Водитель грузовика МАЗ из Череповца долгое время терпеливо пытался объехать виляющего перед ним Kia Rio, который вел себя как учитель на дороге. Однако в какой-то момент у дальнобойщика, видимо, лопнуло терпение. Он решил ускориться, и в результате Kia Rio оказалась под колесами большегруза и перекрыла полосу движения. Из седана выбрались водители-пассажиры, которые стали громко выражать свое недовольство, жестикулировать и звонить по мобильным телефонам. По словам водителя МАЗа, полиция прибыла на место ДТП примерно через 20 минут. И после недолгого разбирательства водитель Kia был признан виновным в происшествии. Что же касается ущерба, то грузовик МАЗ получил лишь незначительные повреждения в виде помятого бампера и оторванных креплений фар, в то время как ремонт Kia Rio обошелся более чем в 100 000 рублей.
В этом случае водитель серебристого автомобиля, по всей видимости, находился далеко не в адекватном состоянии, возможно, даже под воздействием алкоголя. Ситуация напомнила сцену из фильма ужасов. После обгона фуры водитель серебристой иномарки стал ехать перед ней, преднамеренно мешая грузовику обогнать себя. У дальнобойщика была возможность связаться с коллегами, в том числе с водителем черного внедорожника для совместных действий против хулигана. Однако их попытка остановить нарушителя едва не закончилась трагедией. К поимке неадекватного автолюбителя присоединилось несколько человек, которые пытались загнать его в угол и перекрыть ему дорогу, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения. К сожалению, сам момент задержания не попал в кадр, но можно надеяться, что эти действия привели к продуктивному исходу и нарушитель был остановлен. На одном из шоссе под Санкт-Петербургом развернулась ситуация, когда водителю белого БМВ не понравилось, что грузовик занимает левую полосу. Решив взять ситуацию в свои руки, водитель БМВ обогнал грузовик и начал замедлять скорость перед ним, создавая тем самым опасные условия на дороге. Втянувшись в игру с грузовиком, водитель легковушки упустил из виду свой поворот в сторону коттеджного поселка. В последней попытке свернуть направо он не смог удержать контроль над автомобилем и в итоге врезался в дорожное ограждение. А это видео из Самары, где произошел инцидент на дороге, когда водителю Mazda не понравилось, что водитель грузовика с видеорегистратором, находясь в его полосе, мешал ему выполнить поворот налево и с правой полосы. В связи с этим водитель легкового автомобиля решил преподать урок водителю грузовика, считая его поведение на дороге некорректным. Действительно, бывают случаи, когда даже водители больших грузов вовлекаются в конфликты на дороге, становясь учителями для своих коллег. Например, в США был зафиксирован инцидент, когда один водитель фуры решил проучить другого, подрезав его на дороге. На шоссе водитель фуры по левой полосе столкнулся с внезапно появившимся перед ним внедорожником. Водитель внедорожника, выйдя из авто, попытался обсудить ситуацию, но сигнал сзади заставил его понять свою ошибку. В итоге водитель внедорожника получил урок от окружающих за свое внезапное вклинивание в полосу и избежал столкновения с фурой. В комментариях в соцсетях развернулась дискуссия о правилах движения фуры по левой полосе и оценке всего произошедшего. И, на мой взгляд, тут действительно двоякая ситуация. Водитель Toyota Land Cruiser решил проучить фуру, но получил неожиданный урок в ответ. Этот инцидент быстро разошелся по социальным сетям после публикации в одном из приморских сообществ. Видео демонстрирует, как водитель внедорожника по непонятной причине пытался наказать водителя грузовика, обгоняя его и начиная тормозить перед ним. Однако дальнобойщик оказался хитрее. Он призвал на помощь еще один грузовик, который обогнал Land Cruiser и зажал его между двумя фурами. Такой поворот событий вызвал восторг у пользователей социальных сетей в Приморье. На автодороге Кола, вблизи Санкт-Петербурга, водитель старого БМВ попытался проучить груженный самосвал. Однако урок закончился неудачей для водителя легковушки, который был вынужден уехать, чтобы починить поврежденный задний бампер. Водитель БМВ, растерявшись от неожиданного развития событий, сначала остановился, но затем решил продолжить свой путь. На трассе, недалеко от поста ДПС, «Газель» двигалась с соблюдением скоростного лимита в 50 км в час. В это время ее начал обгонять Kia Rio. Приближаясь к посту, водитель Kia начал замедлять скорость из-за перекрестка впереди, который позволял повернуть налево. «Газель», в свою очередь, объехала Kia справа и продолжила движение. Через километр водитель Kia догнал «Газель», обогнал ее и начал настоящий цирк. Пытаясь резко перестроиться перед «Газелью» и затормозить, водитель Kia случайно зацепил ее левый габарит. Это привело к тому, что машину занесло к обочине, где она совершила 2 кульбита. Водитель Ford, двигавшийся по обочине, рассердился на водителя грузовика, который не пропускал его обратно на дорогу.
В попытках отомстить он начал резко тормозить перед грузовиком, создавая опасные ситуации. В конечном итоге, после того, как водитель Ford получил несколько ударов монтировкой, он предпочел покинуть место происшествия. На этом видео из Гонконга зафиксирован инцидент, который наглядно показывает последствия агрессивного поведения на дороге. Водитель черного минивэна решил проучить таксиста, остановившись на скоростном шоссе и пытаясь его подрезать. Таксист, в свою очередь, ушел на другую полосу, чтобы избежать столкновения. Однако учитель не учел, что сзади на большой скорости приближается грузовик, полный грязи. Источник грязи не уточняется, но водителю грузовика пришлось резко затормозить, из-за чего грязь вылетела из кузова и обрушилась на легковые автомобили. В результате такси оказалось лишь испачканным, тогда как в минивэне разбилось заднее стекло, и в салон попало большое количество неприятно пахнущей жидкости. А это инцидент с участием девушки на красном BMW, которая без включения поворотника подрезала автора, находившегося за рулем грузовика. После замечания со стороны водителя грузовика, автолюбительница, видимо, почувствовав себя оскорбленной, попыталась взять реванш, что привело к аварии из-за ее не самых лучших навыков вождения. Однако дальнейшее развитие ситуации оказалось неожиданным. Мужчина-водитель, видимо, исчерпав свое терпение и самообладание, после короткого осмотра повреждений своего транспортного средства решил уехать с места ДТП, не забыв оставить нелицеприятные слова в адрес дамы. Такой поступок может обернуться для него дополнительными проблемами, учитывая его уход с места происшествия. На видео видно, что обе машины двигаются по левой полосе, при этом правая полоса остается свободной. Водитель «Лада» пытается сигналами фар подать знак водителю грузовика, чтобы тот перестроился на правую полосу, но по неясным причинам грузовик остается на своей полосе. В ответ на это владелец легкового автомобиля начинает притормаживать перед грузовиком, создавая ему помеху. Однако такие действия не приводят к желаемому результату для водителя легковушки. В конечном итоге грузовик врезается в задний бампер «Лада», выталкивая ее на встречную полосу. К счастью, в тот момент на встречной полосе не было других автомобилей. Ну и, как обещал, самая жесть напоследок. Два решительных водителя вышли из своего автомобиля, чтобы устроить разборки с водителями самосвала и экскаватора из-за того, что те перекрыли дорогу. Начало диалога не сложилось, и в этот момент оператор экскаватора решил помочь своему коллеге, применив при этом весьма необычный подход. Все эти видео, которые я вам показал, несут одну единственную мысль. Оставайтесь людьми на дороге. Не стоит считать, что вы умнее или быстрее. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте вежливы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!